Всем привет! Совсем недавно очень известный авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat, который первым точно сообщил характеристики и даты выхода таких смартфонов, как Redmi K50, Xiaomi 12, раскрыл практически все технические характеристики нового смартфона от компании OnePlus, который будет выпущен под названием, конечно же, OnePlus 10. Вскоре появились качественные рендеры данного смартфона, а сегодня, что немаловажно, сама компания OnePlus раскрыла дату анонса своего следующего флагмана. Презентацию нам стоит ждать именно 3 августа в городе Нью-Йорке, то есть в Соединенных Штатах Америки или США. Стоит отметить, что сама компания пока не раскрывает подробности о новом смартфоне. Но, как я и говорил ранее, про смартфон OnePlus 10T уже известно практически все. Кроме, конечно же, цены. Но есть сюрпризик. Основные фишки смартфона OnePlus 10T — это отличный AMOLED дисплей на 6,7 дюйма, мощный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, основная 50-мегапиксельная камера Sony IMX766, целых 16 гигабайт оперативной памяти, аккумуляторная батарея емкостью 4800 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 150 Вт, а также по предварительным данным цена будет всего $445. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон OnePlus 10T не станет откровением по части камеры. Кто бы мог подумать. Основная камера выступит с датчиками разрешением 50 мегапикселей Sony IMX766, 16 мегапикселей и 2. Напоминаю, Sony IMX766 это отличный датчик с прекрасной производительностью, устанавливающийся на флагманские смартфоны 2021 года. Да, не топчик, не новый датчик. Он может похвастаться сверхбольшим размером сенсора и высоким разрешением. Датчик также поддерживает оптическую стабилизацию изображения, что обеспечивает высокое качество фотоснимков и видео, что, на мой взгляд, в наше время является очень и очень хорошим показателем. В основном будет 6-осевая система стабилизации. Врезанная фронтальная камера будет на 16 мегапикселей. Также стоит отметить, что смартфон окажется первой моделью бренда на однокристальной платформе от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus Gen 1. Итак, по словам компании Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер. Именно так. На 10% более высокую тактовую частоту графики и, главное, потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей. То есть действительно очень и очень хороший топовый на данный момент процессор, который, будем надеяться, покажет себя в данном смартфоне очень и очень хорошо. Нагрева мы не получим. Также смартфон окажется первой моделью бренда с 16 гигабайтами оперативной памяти. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания. То есть все продумано, все на высшем уровне. Смартфону OnePlus 10T приписан экран с диагональю 6,7 дюйма, разрешением, конечно же, Full HD+, и кадровой частотой 120 Гц. Технология выступит, как всегда, AMOLED. Основной плюс технологии экрана — это, конечно же, глубокий
черный цвет. А именно черные пиксели в OLED полностью выключены. Из-за этого черный цвет выглядит действительно черным, а не синим, серым и так далее. Этого плюса лишены, как мы знаем, IPS матрицы. В них подсвечены даже темные кристаллы, из-за чего, как я говорил ранее, черный становится темно-серым и выглядит, ну, по крайней мере, неестественно. Также, что свойственно данной компании, автономность гаджета будет на высоте, так как смартфону приписана аккумуляторная батарея на целых 4800 мАч. Если учитывать, что все энергоэффективное стоит в данном смартфоне, мы получим очень хороший показатель. Также одной из ключевых фишек аппарата указывается поддержка быстрой зарядки мощностью 150 Вт, что 50% всего за 5 минут зарядки. Производитель обещает, что аккумулятор сохранит не менее 80% своей емкости после, плюс-минус 1600 циклов зарядки. Это примерно 4 года эксплуатации устройства в среднем режиме. Это еще не все. В комплекте будет быстрое зарядное устройство мощностью 150 Вт, что является большой редкостью в наше непростое время. Да, это не компания Samsung. Да, это не компания Apple. Пожалуйста, зарядка на 150 Вт в комплекте. Конечно же, OnePlus красавцы. Встроенной флеш-памяти будет 128 или 256 гигабайт. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие смартфона о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. То есть все, как я говорил ранее, продумано до мелочей. По предварительным данным, цена смартфона OnePlus 10T составит от 3000 юаней, это примерно $450, до 4000 юаней, это примерно $600, в зависимости от версии смартфона. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания OnePlus удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И мы получаем все лучше и лучше смартфоны, среднебюджетные смартфоны, флагманы, можно сказать, дешевые смартфоны. И действительно, данная компания сейчас показывает себя только с наилучшей стороны. Это очень хорошо, потому что мы получаем, практически флагман с большой буквы за какие-то, плюс-минус $450. Этого вам не может предложить другой производитель, потому что, как мы знаем, OnePlus это убийца флагманов. Может, уже кто-то забыл, но раньше именно так было. То есть мы получали крутые технические характеристики за небольшие деньги, что не может ни один производитель. Кроме компании Xiaomi. Хотя сейчас флагманы от компании Xiaomi стоят ого-го сколько денег. Вот такой смартфон мы в скором времени получим. Ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.